Екатеринбург это то, что здесь. Снежная ночь, но пока я в углу своем, снегом она меня не закидает. Мне тебя не хватает, и я к тебе не готов. Если рядом ты, то я должен быть самым лучшим из всех меня. Я должен быть чистым, и мысли мои должны быть самыми чистыми мыслями. Ой, конечно, рисовала детям поросят. У меня муж все смеялся. Говорит, такие у тебя поросята получаются красивые. Ой, ну ладно, ребятки, счастья вам. Чтоб талант развивали, чтоб в архитектурный поступали, учились хорошо. Это мое кино, и оно закончится хорошо. Пускай немного наивен сюжет, но чего мне скажи, желать ей еще. Это мое кино, и оно закончится хорошо. Пускай немного наивен сюжет, но чего мне скажи, желать ей еще. На фестиваль приехало до 200 человек. Эскизы были практически со всей страны, от Калининграда до Владивостока, от Мурманска и до Краснодара. Работы к нам прислали авторы из 5 стран. Из нашей страны, Белоруссии, Украины, Казахстана, Киргизстана. Даже кое-что присылали из Франции, но они не прошли. В этом году, в 2011 году, второй раз он проходит. Тема этого фестиваля очень простая. Мы попробовали предложить художникам высказаться на тему образа счастья. Первые выходные июля – это самое счастливое время на свете. Поэтому мы решили, что надо сделать так, чтобы уличные художники поделились со всем городом своей версией счастья. Очень хочется, чтобы каждый познал, что же такое настоящее счастье. Счастье до смерти. Вот так. По итогам первой стенографии мы издали вот такую книжку. Вы, к сожалению, не можете сами ее потрогать. Она еще очень приятная на ощупь. Вот, например, мы сделали банку сгущенки. У нас в книжке еще, кстати, опубликовано то, что не было реализовано. Но нам кажется, что это были очень классные проекты, и жалко, что они не были реализованы. И вот один из них, вот из гостиницы на Куйбышево, недостроенной рядом с цирком, мы хотели сделать «Ласточкино гнездо». И уже почти готов, уже там в день, когда уже приехала вышка, художники, была закуплена краска, вот собственник, к сожалению, отыграл назад, жалко. А могло получиться очень красиво, кстати. Стрит-арт-объект никогда не является законченным. И у стрит-арт-объекта никогда нет одного автора. Допустим, человек, автор, что-то там сделал, нарисовал, сделал инсталляцию, да что угодно. Вступает в дело второй автор, тоже очень важный, улица. Прохожие, кто-то что-то подрисует, объект продолжает жить. Есть еще третий автор, погода. Погода тоже очень интересно работает со стрит-арт-объектом. В итоге объект стрит-арта никогда не умирает, он никогда не законченный. Он всегда, его постоянно кто-нибудь дорисовывает. Поэтому объект стрит-арта очень интересно и наполненно живет. Серость. Мы объявляем тебе войну. И каждый год тебя будет все меньше и меньше. Потому что серость, ты как слизь, ты завоевываешь город. Но мы отважные рыцари, изгоняющие серость из нашей жизни. Нас двое, а это значит, кто-то сверху спокоен. А это значит, нас покажут по ящику. Беспорядочно бродим прозрачные. Мы герои передач профлоидов, провокаторы снов сумасшедшего. Пляшем голые в лучах от прожектора. После отбоя на поле футбольном, в колонии женской. Нас двое, а это значит, что-то рядом живое.
А это значит, мы молекулы воздуха, тремся ребрами в картинах у Босха и не снимаемся в киношном отстое, а раритетами валяемся в лавке. Мы, как дети капитана Гранта, и закадровый голос актера-педанта раскроет сюжет нам. Нас двое, а это значит, нас поймали на слове, а это значит, нам поставили счетчики, отрабатываем мелочь на площади, катаем вату на страницах истории, нас растягивает на километры, клетками нашими залепим планету, и смерти нет. И смерти нет, есть только ветер, 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 смерти нет, есть только нас, смерти нет, есть только ветер, 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 смерти нет, есть только нас двое. Идея такова, что счастье – это состариться вместе. И мы рисуем таких старичков, то есть это наше поколение, состарившееся. Смысл в том, чтобы не утратить этот драйв, который есть сейчас в молодости, чтобы перенести через годы и также вместе радоваться жизни. Меня зовут Илья, я приехал из города Шадринска, это Курганская область. Можно рисовать хоть где, допустим, если мне нравится стенка, если она будет находиться в лесу, я поеду в лес и буду там стоять рисовать. Мне, допустим, не важно то, что ее увидят миллионы людей, мне важно получить от этого что-то. То есть я делаю это для себя прежде всего. Я делаю более концептуальные работы, использую технику трафарет, только в основном лежит это черно-белые цвета, то есть какая-то гамма, то есть определенная. И стараюсь задать этому какой-то идейный ритм. Я хочу сказать, чтобы люди просто пофантазировали, поразмышляли над тем, то, что происходит, просто посмотрев на мою работу. А в отличие от Бэнкси, того же, то есть известного художника, у меня немного другое направление, то есть я не хочу доказать, не хочу устроить террор в городе. Мне будет просто интересно, если люди остановятся, посмотрят и спросят: чувак, а что это такое вообще? Я желаю городу Екатеринбурга более больших стенок, приезда художников, то есть развития многофункционального, то есть именно граффити, а именно вообще в среде не только искусства, но в плане творчества. Вот. Я буду рад сотрудничать и приезжать и делать здесь вещи. Сценография, фестиваль, замечательный фестиваль, просто все, что нужно было, мне все предоставили, в принципе. Вот. Башкирская мать? Я сегодня башкирская мать. Музыкальный проект «Синоптик». Пиар-движение «Пани Паники». Специально для сценографии. Всем добра, счастья и бессмертия.
сначала просто белое тело, потом волосы и накидочка просто, потом цветочки там появлялись. Мы специально пришли посмотреть, что тут все-таки нарисовано. Каждый день с балкона смотрю и удивляюсь. Привет, я Макс из Перми. Пишу Мега-44. Рисую свои эмоции. Ну, я бибой, как бы в прошлом еще чуть-чуть. Вот, приезжал на тусы, танцевали. А сейчас приехал в образе художника. Ну, это, короче, маска, смотри, какая. Да, я вижу маску. Лютая. Ну, это челу плохо. Очень плохо, походу, да? Слышал о прошлой стенографии, ну, смотрел, что там рисовали, было очень круто, и решил отправить свои скетчи. И вот прошел. Счастье это, допустим, для меня, когда я рисую. Когда, ну, уходишь в себя, когда рисуешь. Ну, я немножко просто не люблю рамки имени. Почему все пишут имя, когда можно просто писать эмоции. Но это лично уже дело каждого. То есть делать old school там, допустим, или new school. Я не образы рисую, что-то, не знаю, ломаное, абстрактное такое. Вот. Да и в детстве то же самое было. Счастье это когда, не знаю, любишь, наверное. То есть я из крайности в крайность иногда ухожу как-то, иду. То есть сломанный такой переход жизни. Ну и постоянно что-то из этого извлекаешь, когда экспериментируешь много. Не знаю, творить, создавать и кайфовать от этого, это и есть счастье. Вот. Я из Перми. Мы приехали с другом, с Максимом. У него свой мир прекрасный, конечно, очень веселый. Идем, разговариваем, как брат с сестрой, потрясающий человек. Танец – это душа снаружи. Ее видно сразу. Меня очень многие считают сумасшедшей, но именно мой танец многие любят люди. Я показываю, какая я на самом деле. Можно увидеть, вот как танцует человек, можно понять, добрый он или что у него на уме на самом деле. Приехал, тут рисую за кого-то. Сказали, на, там прикольно будет. Такой, ну ладно, если прикольно, то можно. Сказали, оплатим, все. Поживешь, поешь. В итоге без дома, без еды. Что делать?
Привет, меня зовут Чес. Сейчас 5 утра, мне очень холодно, потому что мои друзья из Дуклаб рисуют свою работу, античную скульптуру. С ребятами я познакомился очень давно. Я сам рисую с конца 90-х годов. Я тусовался в хип-хоп среде, и была одна девушка, Аня Стефанова, с которой мы дружили. Я пришел к ней домой один раз, и там был такой маленький мальчик. Это был Кирилл Стефанов, участник команды Дуклаб, который сейчас вот рисует стенку. И также потом я познакомился со всеми остальными ребятами, и которые на моих глазах буквально выросли, начали делать отличные работы. Вот так вот и пошло наше знакомство. Самый большой холст в России делаем. Интересно. Самое главное, чтобы еще и кормили, повторюсь. Еды бы побольше. Вообще пожрать-то я люблю, а голодать не очень. С улицы очень интересно взаимодействовать, чувствовать атмосферу там, как бы мне очень нравится вписывать рисунки в обстановку, то есть, обыгрывать пространство. Мне часто именно место вдохновляет и как бы диктует вообще то, что я буду там рисовать. Возможно, это одно из важных таких аспектов. То есть я люблю гулять там, смотрю на стены, смотрю, как можно сыграть с пространством. Обычно эти места, они не в центрах города, не в месте, где скопление много граффити, где там какие-то Hall of Fame или что-то такое. Мне часто заброшенные места, где очень атмосфера какая-то совершенно другая. И это круто. Я вообще любил рисовать с самого детства. Еще до школы, и в школе, и потом. В Нижнем было куча снега, и у нас как-то за этим не следили и не убирали. Мы решили сделать такую акцию, чтобы показать, что людей просто засыпало снегом реально. Расставили части тела в разных местах города. Реакция была разная, но в основном реакция была равнодушие какое-то. Не пройти, не проехать. И так почти в каждом дворе. В Нижегородской области за месяц выпало осадков в 3 раза больше, чем обычно. Управляющие компании до сих пор не могут справиться с последствиями стихии. Одни безответственно отнеслись к в первый день весны. Еще одна травма — последствия зимней капели. Буквально 27 нижегородцев. Некоторых из них спасти не удалось. Люди проходили мимо и просто не обращали внимания. Максимум, что было, пнут ногой и как бы идут дальше. Получается, что нам настолько подменяет мысли, настолько подменяет чувство, что вообще мы становимся не тем, кем должны быть. В нашем мире мало добра. В своих работах я хочу сделать мир праздничнее. У меня у самого есть ребенок, и для него я нарисовал эту картину. Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. И неясно прохожим в этот день непогожий, почему я веселый такой. Ах, я играю на гармошке у прохожих на виду. К сожалению, день рождения только раз в году. Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино. С днем рождения поздравит и, наверное, оставит мне в подарок 500 эскимо. Ах, я играю на гармошке у прохожих на виду. К сожалению, день рождения только раз в году. Привет, я Саша из Москвы.
Узнал на фестивале совершенно случайно. На протяжении 5 лет я работал над буквами. И вот последний год я начал меняться. Было время, когда я совсем перестал рисовать буквы и начал рисовать живопись там и персонажей всяких. И вот это было в течение года. И потом я вернулся обратно к геометрии, но уже без букв. Я вот, во-первых, для эскизов использую сетку. И я просто слушаю приятную музыку и как бы стараюсь рисовать формы, которые мне больше всего хочется. И, например, нравится какой-то элемент, и потом я просто беру его отсюда и переношу на другой лист и закомпоновываю уже в эскиз. Перед тем, как я делал вот эту стенку, я разметил сетку, вот как вот здесь, и потом уже построил по ней, как бы, чтобы все точно было. Можно сказать, что я стараюсь словить движение, потому что если делать статично что-то, то это не так интересно. А вот как бы если будет движение, которое действительно может засасывать, то это как бы получается как диалог со зрителем. Но в этой работе я увидел какой-то красивый цветок. Вот в этой работе. Ну, может, это какая-то абстракция, но я вот только то, что я увидел в этом. Объемный такой большой цветок. У меня нет какого-то числа кусков, которые я должен сделать за месяц, например, как было раньше. Я просто могу выразиться вот таким образом. Просто то, что есть в голове, я могу рисовать на бумаге, или там на стенке. Я бы хотел просто сделать что-то очень впечатляющее, чтобы люди вдохновлялись от моего творчества, и как бы это их подталкивало самих реализовываться, как у любого художника. Здесь во мне Майами, каменные розы завянут под дождями. Девушка с барсеткой не дойдет до пары. Фонари кокетки закосились в ладонь. Бесплатно, девушка поближе. На конспектах пятна, на проспектах шишек. Хотелось обезьяной быть, с душой дельфинячной. Но я забыл сказать, забыл подумать, как тебя люблю. Екатеринбург. Поглядел неловко с 12-этажки, безумная тусовка, шаманит бесшабашно, люминесцентной таксой, намазанной подружки, за пару-тройку баксов снимает ноги стружку, как обещали открытый, головою вы не свисти, и не боись признаться в том, что любишь ты. Екатеринбург. Наконец-то это к нам пришло, то есть это нас выводит, как говорится, на определенный уровень не просто провинциального города, а все-таки большого города, куда пришли современные веяния. Много когда художников, наверное, это хорошо, мне очень нравится. То есть идешь, улыбнулся, так это посмотрел, приятно. Молодцы, просто молодцы. Одна из частей этой работы нарисована на моем гараже, на 2 моих гаражах. Вот, я вам очень благодарна. Просто вот сейчас вот мы по большому счету опаздываем на работу, если нас видят наши работодатели, опаздываем на работу, но встали просто тупо обсуждаем. Минут 20. Конечно, это круто, это должно быть однозначно. То, что вы делаете, я считаю, что это чрезвычайно полезно и для города, и для воспитания нашего общества.
Тем более человек идет мимо и видит вот такую замечательную вещь, в частности вот это. Я вижу здесь глубокий смысл аллегорический. Я очень приветствую это течение. Я желаю всем успехов, удачи и дальнейших вот таких же творческих удач. Яркий город становится. Все равно настроение поднимается у людей. Я же смотрю, наблюдаю, как останавливаются, там, восхищаются, снимают, фотографируют, сами возле них фотографируются. И это как какой-то другой мир, который меня увлек, завлек, и мне хочется понять, что же изобразил художник или художники. Мне интересно смотреть, как они это делают. И самое чудесное, что это делают люди. Это не кто-то, там, не робот, не что-то сверхъестественное. Это люди. Такой же человек, как я. И ты можешь забыть обо всем, стоять, наслаждаться и забыть обо всем. Стоять и наслаждаться. Есть ночь, снежная ночь, но пока я в углу своем, снегом она меня не закидает. Мне тебя не хватает, и я к тебе не готов. Если рядом ты, то я должен быть самым лучшим из всех меня. Я должен быть чистым, и мысли мои должны быть самыми чистыми мыслями. Это мое кино, и оно закончится хорошо. Пускай немного наивен сюжет, но чего мне скажи, желать еще. Это мое кино, и оно закончится хорошо. Пускай немного наивен сюжет, но чего